И всем привет, мы находимся на глобальном сервере, у нас здесь босс, финальный босс в режиме схватка в осаде. И мы начнем с команды ледяного взрыва для него. Здесь они умирают в конце, можно перекрутить так, чтобы выжили, наносят миллиард либо выше, да. Я не знаю, кто здесь лечит вообще, потому что здесь одни щиты. Но они почти весь бой спокойно живут и наносят очень даже приличный урон, с учетом всех особенностей босса, которые мы изучать не будем. Потому что, ну, честно, вот люди, и в том числе я, да, уже устали от этих боссов, устали от этого режима, хочется как-то уже быстрее это закончить. Тем более, что награды здесь такие, которые не особо как бы предрасполагают для очень сильного вовлечения. Итак, у нас здесь команда ледяного взрыва, она здесь вот такая вот, расстановка вот такая вот. Не будем вдаваться в подробности. Схема снаряжения вот такая. Таймингов просто нету, да, я даже команду эту не сохранял. Давайте я ее сохраню. Она здесь главное, что наносит урон, и нормальный, да, более-менее, и позволяет побыстрее с этим закончить. Виньяра у нас здесь вот такая вот с часами, да, шина на урон, билдель. Все обычно, я загрузил обычную схему, убрал Зорока и поставил Филосию. Филосия у нас, как всегда, да, просвещенная жилетка. Ну и, собственно, все. И здесь сундук. Сундук, возможно, что позволяет жить более уверенно. Давайте посмотрим, как проходит бой. Частично. Да, здесь получает Виньяра очень даже неплохо. Но как только она накладывает штраф к атаке, да, плюс ко всему замедление здесь проходит. Куча щитов от Филоси, да, вот это вот все. Она умудряется жить. Команда умудряется жить и, в принципе, наносит неплохой урон, сохраняя какую-то ротацию, либо ее подобие. Поэтому здесь появляются все эти яйца, призывные, но нам просто пофигу. Не будем смотреть весь бой, урон я вам показал. Это самая ленивая команда из всех, которые были. Вторая команда более серьезная, да, и здесь у нас команда, в принципе, с континентального испытания. Единственное, что у нас здесь рейта, вы можете поставить Агока, и ничего, собственно, не изменится. Ну, единственное, что учитывайте нюансы, да. Такие вот тайминги. В отличие от континентального испытания, мы здесь не обязаны чего-то выжидать. То есть здесь можно как можно раньше начинать свои циклы. Единственное, что мы здесь подстраиваемся под яйца. Ну, точнее, не только яйца, а под призывных существ, которые босс вызывает. И поэтому здесь цикл 24. В остальном ничего такого. Схема снаряжения и расстановка. Расстановка вполне себе важна, потому что здесь урон будет прилетать в основном вот задним героем, поэтому расстановка здесь важна. И у нас здесь кот. Кот. Они выживают с котом. Если у вас совсем все плохо с выживанием, поставьте какого-нибудь оленя. Будет получше. И давайте посмотрим цикл, как проходит. Появляются яйца, и мы проводим свою ротацию. То, что они Дурему, точнее не они, а она, дает оглушение, ничего страшного, потому что у нас цикл 24 секунды. И это оглушение никак не влияет на этот цикл. То есть у нас цикл подстроен под эти призывных существ. Ну и в принципе все. Так весь бой и происходит. Урона они у меня наносят где-то 1600. Ну я имею в виду 1 600 000, да. То есть в зависимости от вашего снаряжения, в зависимости от ваших пробуждений. И от вашей удачи в том числе, да, они могут нанести и в том числе там до 2 миллиардов. Третья команда — это команда призыва. Она у нас выглядит вот так, то есть 4 героя ДД и Тиамат. Если у вас нету Тиамат, можно пробовать Эстайон, можно пробовать в том числе Аладью там, ну то есть герой поддержки, который позволит вам выживать. Можно, в принципе, и Филосию. Хотя Филосия у меня здесь, например, задействована, в команде ледяного взрыва. Тайминги у нас здесь вот такие. Без оленя я здесь выжить никак не могу, поэтому здесь по-любому олень. Я пробовал с котом, умирают моментально. И обращу внимание, что олень у меня с ускорением. Это может повлиять на тайминги. Расстановка здесь вот такая, да? Давайте посмотрим бой сначала, а потом уже саму команду. Оглушение здесь будет прилетать с Интреля. Это не страшно. Я пробовал давать ей сопротивление, но это не помогало увеличить урон. Когда у нас босс призывает существ, Лильванис уже с помощью боевого их моментально скашивает. Поэтому мы вообще не смотрим на тайминги вот этих призывных существ. Единственное, что здесь команда, да, такая, что они иногда умирают. Но в основном живут вполне себе неплохо.
Здесь у нас Лильванис абсолютно обычная, видим, да? Все максимально в урон. Ирзелас максимально все в защиту, то есть в выживаемость. Даже я ему поставил неуязвимость на всякий случай. Здесь у нас Сентреля. Также максимально в атаку, как и всегда. Тиамат здесь у нас на разломе. Почему? Потому что здесь яйца. И когда она попадает в нужное время, когда появляются вот эти вот призывные существа, то она моментально накладывает этот разлом. И на всякий случай у нее вот этот предмет, чтобы иногда усиливать Лильванис. Бернейт здесь вот такая. Не совсем обычная Бернейт. У меня, по крайней мере. Ну и все. У меня максимально было где-то 2200, по-моему, 50, что ли. Ну, то есть 2200 плюс. И я предлагаю вам не заморачиваться на этом боссе, так как награды у нас не сильно высокие, Ой, проблем этот босс вызывает достаточно много. То есть там очень много условий, очень плохая выживаемость, и заниматься вот этим вот в течение суток, да, обморочно, когда появляется финальный босс. Ну, я считаю, что нам хватит еще заморочек на финальном боссе именно сезона. Поэтому забейте, если у вас какой-то более-менее хороший урон получается, то сохраняйте его и все, и ждите финального босса. Такой вот урон, я его сохраняю, и в принципе все остальные уроны я тоже сохраняю. А на этом все. Всем удачи, всем спасибо за просмотр и всем пока.